От пациентки проблемы начались год назад, выйдя из подъезда своего дома на работу. Секунд 10 не могла понять, где нахожусь и куда должна идти. Второй эпизод повторился через полгода. Выходя из магазина, третий 2 месяца назад, проснувшись дома с ребенком, не могла понять, где я и кто рядом. При этом сейчас я отчетливо помню те состояния. Также ориентировочно год назад начались головные боли. Сначала по 3 дня раз в 2 месяца, после каждый месяц по неделе. А сейчас последний приступ длился месяц. Обезболивающие, в том числе самотриптан, не помогали, невролог поставила диагноз мигрень с аурой. В этот период был тремор левой руки, сейчас она очень слаба, особенно пальцы, но чувствительность есть, болят пальцы ног. Постоянная слабость, моментальная усталость, головокружение, неуверенность при спуске по лестнице. За последние полгода потеряла интерес практически ко всему, делаю все потому, что надо. Нравилось заниматься рукоделием, сейчас даже думать о творчестве не могу. Детьми занимается, кружки, мероприятия в детском саду, обучение и так далее. Муж, так как у меня нет никакого желания и сил. Вредных привычек нет, алкоголем особо никогда не увлекалась. Сейчас уже более 7 лет вообще не употребляю ни в каком виде, наркотики и другие вещества вообще не пробовала. Семья полноценная, муж замечательный, 3 детей, работаю с людьми, Социальный фонд России. Обращалась к психологу, рекомендовано обратиться к неврологу. Невролог отправила на МРТ, после на МРТ с контрастом. Назначила препараты, в том числе антидепрессанты для купирования головных болей. МРТ-контроль через 6 месяцев. Прилагаю 2 ссылки от 9 декабря 2023 года и от 18 декабря 2023 года. С контрастом. Рассмотрите, пожалуйста, ту, которая более информативна. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 39 лет, дата исследования 18 декабря 2023 года. Область исследования – головной мозг, срединные структуры головного мозга не смещены. Боковые желудочки симметричны до 9 мм, третий желудочек до 3 мм, ИВ и краткая желудочек мозга не изменен. Индекс Эванса 0,25. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла не изменена. Гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен. Хиазмальная область без особенностей. Мастомо-сжечковые углы свободны. Сильвиевы щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, умеренно расширены. Субкортикально, пара- и суправентрикулярно в белом веществе лобных и теменных долей выявляются единичные гиперинтенсивные на Т2 флеер-очаги, размерами до 3 мм, без перифокального отека, более вероятно, дисциркуляторного характера. Расширены периваскулярные пространства верха воробина. Краниоспинальный переход без особенностей. Данных за наличие онк и объемных образований головного мозга не получено. При введении контраста очаги патологической васкуляризации и не выявлены. Заключение. МР-картина единичных очагов глиоза вещества головного мозга, наружной гидроцефалии. Рекомендована консультация невролога. 24 декабря 2023 года к М.Н. доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: в целом, в голове чего-то жизни угрожающего нет. Есть минимальные проявления поражения мелких сосудов головного мозга, появление единичных очагов глиоза, расширение ликворных пространств. Все это и может давать жалобы, что вас беспокоит.